Привет! Вы на канале Аэропортал, и это рубрика «Самолеты первых лиц государства». В этом выпуске вы узнаете, какой самолет использует для своих перелетов президент Франции, и что внутри борта номер 1 Французской Республики. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу ВК и на наш YouTube канал. Это наши запасные аэродромы, и ролики выходят там на сутки раньше, чем на YouTube. Ссылки вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Начнем с ответа на вопрос, какой же самолет был выбран правительством Франции в качестве президентского. Выбор был сделан в пользу самолета Airbus A330-200. Его регистрационный номер FWWKZ. Данный борт был произведен в 1998 году на французском заводе Airbus в городе Тулуза. Самолет оборудован двумя двигателями американского производства от Pratt & Whitney. Его примерная стоимость составляет 240 миллионов евро. На его хвосте нанесен французский триколор. На передней части нанесена надпись на французском языке, которая гласит «Французская Республика». Его предшественниками были два Airbus A319-100 ACJ. Их регистрационные номера вы видите сейчас на экране. Оба самолета были произведены в Гамбурге в 2001 году. Данные лайнеры выполняли функции борта номер 1 Франции с 2002 по 2010 год. Далее, один из них с 2011 по 2023 год выполнял полеты во флоте правительства Сенегала, а второй по сей день продолжает полеты в составе правительственного флота Словакии. По слухам, одной из причин замены тех самолетов было недовольство президентом Николя Саркози его тесностью и недостаточной статусностью. Плюсом одной из причин может являться инцидент 2009 года, когда один из самолетов выруливал на взлетную полосу, у него вышел из строя один из двигателей. В результате президент и сопровождающие ожидали час, пока им не был предоставлен резервный борт. Также в составе президентского флота Франции имеются два самолета Falcon 7X, которые были приобретены в 2009 и 2010 годах. Данный самолет может пролететь до 11 тысяч километров, способен вместить 16 человек и ввиду своей компактности подходит для полетов с аэродромами с короткой взлетно-посадочной полосой. Переходим к кратким техническим характеристикам главного самолета. Дальность полета около 13 тысяч километров. Крейсерская скорость около 875 км в час. Длина самолета 59 метров. Размах крыла 60 метров. Высота 17,4 метра. Свою летную историю данный борт начал в рядах швейцарской авиакомпании Swiss Air в ноябре 1998 года. 5 лет спустя, в декабре 2003 года самолет перешел в гваделупскую авиакомпанию французского происхождения Air Caribes. В ней данный борт выполнял полеты практически 6 лет. В мае 2009 года борт перешел в распоряжение французской компании по техническому обслуживанию самолетов Sabena Technics, где лайнер был переработан и адаптирован для нужд главы государства. И годом спустя, в октябре 2010 года, самолет приступил к полетам в статусе борта номер 1 Франции. Переходим к его внешнему оборудованию. Его техническое оснащение по понятным причинам засекречено. Однако, согласно информации от израильских СМИ, борт оснащен системой защиты от ракетного нападения израильского производства, а именно от компании Elbit. По неофициальной информации, стоимость такой системы составляет примерно $1 миллион. Данная система считается одной из лучших в мире для защиты гражданских воздушных судов, и она уже продолжительное время эксплуатируется на самолетах израильского авиаперевозчика Эль Аль. Также, согласно информации из СМИ, самолет оборудован различными средствами связи, включая спутниковую связь, что позволяет поддерживать связь в любых условиях, и оборудованием для подавления связи, для защиты коммуникаций президента и его команды от перехвата и прослушивания. Переходим к его внутреннему оснащению. Самолет оборудован кабинетом, звукоизолированный переговорный, который рассчитан на 12 человек, гардеробной, кухней, душевой кабиной, медицинским блоком с мини-операционной, рядом кресел эконом и бизнес-класса для сопровождающих, журналистов или других делегаций. Основываясь на видео из французских СМИ, которые вы видите сейчас на экране, можно заметить, что дизайн выполнен в достаточно строгом стиле и не имеет изобилия элементов роскоши. Как вам самолет президента Франции? Самолет какого лидера вы бы хотели увидеть в следующем выпуске? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК и на канал на YouTube по ссылке в описании.
До встречи!